Продолжая тему о самых необычных и красивых растениях, сегодня я расскажу о кустарнике, который декоративно выглядит круглый год. У него не только красивые, многочисленные ароматные соцветия, но и яркая листва. Называется пиерис. Этот кустарник на зиму листья не сбрасывает, поэтому любоваться его видом можно на протяжении долгих месяцев. Родина пиериса – Северная Америка и Восточная Азия. При соответствующем уходе растение порадует своим роскошным цветением из гроздьев ароматных цветов и разноцветной листвой. Листья пиериса осенью не опадают, и кустарник уходит под снег во всей своей красе. Это растение сможет расти в небольшом притенении и на солнце. В последнем варианте его потребуется своевременно поливать. Основание кустарника лучше мульчировать. Для этого отлично подойдет кора, верховой торф, хорошо перепревший компост и даже хвоя. Пиерис любит более кислый состав почвы. В южных садах кустарнику желательно подобрать полутень, так как яркое солнце может негативно влиять на вечно зеленую листву пиериса. В тени саженцы не стоит высаживать. При нехватке света растения вас не порадуют обильным цветением и яркостью листвы. Пиерис довольно универсальный кустарник. Благодаря компактности его можно с успехом выращивать не только в открытом грунте, но и в объемных контейнерах. Например, как многие выращивают горшечную крупнолистную гортензию. Такой кустарник украсит любое место в саду, вашу террасу или балкон. При покупке саженца не стоит рассчитывать на его быстрый рост. Эта культура развивается довольно медленно. Размеры взрослого многолетнего куста составят не более 1,5 метра. Хотя в естественной среде, на своей родине, этот кустарник иногда достигает 6-метровой высоты и скорее похож на раскидистое деревце. Растение необычное всем и декоративно выглядит круглый год, но особенно красивый пиерис весной. В конце апреля ветки покрываются многочисленными колокольчиками. По виду они чем-то похожи на ландыши, хотя есть виды и сорта с розоватыми цветками. Запах очень приятный. Цветение пиериса манит от самых разных полезных насекомых-опылителей. Но и это еще не вся его прелесть. Молодые побеги и пучки верхушечных листьев отличаются красочными, медно-красными, бронзовыми, белыми, алыми и другими яркими оттенками. Листья на концах ветвей интересно закручены в виде спирали. Они удлиненные, плотные, с характерным глянцем. Их длина составляет около 10 см, в зависимости от вида и сорта. На протяжении всего периода вегетации крона пиериса меняет свою цветовую палитру. По форме она может быть шаровидной или более раскидистой. Растение относится к семейству вересковые, а это значит, что пиерис, как и его родственные представители, любит рыхлый и питательный грунт, в меру влажный и хорошо пропускающий воздух и воду. Кислотность должна быть около 4,5–5,5 pH. Учтите, что в земле с щелочной реакцией саженец, скорее всего, со временем погибнет. Перед посадкой яму стоит заправить кислым торфом или покупным грунтом для рододендронов, вереска или голубики. В жаркий сезон растения поливают не реже 2 раз в 7 дней. Для хорошего развития и обильного цветения кусты подкармливают комплексными минеральными составами на протяжении всего периода вегетации. А вот золу в качестве удобрения подбрасывать под растение категорически нельзя, так как она ощелачивает почву. Этот декоративно-лиственный кустарник с легкостью украсит любой сад на долгие месяцы, поэтому ему стоит уделить должное внимание. Таких красивых растений не так много в наших садах. При желании пиерис может стать настоящей жемчужиной и гордостью вашей садовой коллекции. Наиболее популярным в культурном садоводстве считается вид пиериса японского. Он отличился яркой окраской листвы, эффектным ароматным цветением и выносливостью к морозам. Зимостойкость японского пиериса составляет около 30 градусов мороза. Его с успехом выращивают на территории средней полосы. Растение
Отлично смотрится в качестве одиночного солитера и особенно в групповой посадке. Из кустов, посаженных в ряд, можно вырастить невысокую, вечно зеленую живую изгородь. Этот кустарник также хорошо сочетается с разными декоративно-лиственными и цветущими культурами. Его удачными компаньонами будут хвойные, верески и эрики, рододендроны и азалии и, конечно, многими любимые гортензии. Все эти растения предпочитают более кислый состав почвы. Весеннее цветение пиериса очаровывает своим видом и ароматом. Кстати, есть сорта с более ярким оттенком соцветий. Цветочки не крупные, удлиненной формы. Они собраны в кисти, длина которых составляет около 12 см. По окончанию цветения на ветках завязываются семенные коробочки. Их вид также по-своему привлекает внимание и украшает кустарник до глубокой осени. Если вы захотите приобрести это растение в свою садовую коллекцию, обратите внимание на сорт под названием Flaming Silver, что в переводе означает «пылающее серебро». За свою красоту он был награжден премией от Королевского садоводческого общества Великобритании. Этот пиерис восхищает своим обильным цветением и яркой окраской молодых побегов и листвы. Их цвет меняется в зависимости от сезонности. Кроме своей высокой декоративности, этот сорт отличился выносливостью и устойчивостью к морозам. Высота кроны в садах средней полосы не превышает 1 метра. Листва плотная и глянцевая, по краям украшена эффектной белой каймой. Весной листья облекаются в самые яркие красно-бронзовые оттенки, что в сочетании с гроздями белых колокольчиков выглядит потрясающе. В особом формировании и стрижке кроны пиерис не нуждается, но санитарная обрезка ранней весной ему необходима. Старые, сухие и поврежденные ветки нужно удалять. Это повлияет на рост молодых побегов и обильное цветение. Отцветшие цветочные кисти также лучше состригать. В холодных садах пиерис потребует подготовки к зиме. С осени приствольный круг высоко мульчирует, а крону обматывает двойным слоем белого агроволокна. Выносливые сорта способны выдерживать морозы до минус 20-30 градусов. Перед покупкой саженца обязательно уточняйте его характеристики по зимостойкости. На северных территориях с более суровыми зимами пиерис лучше выращивать в контейнере и на зиму заносить растения в светлое помещение. Учтите, что пиерис тоже нуждается в периоде покоя. Контейнерные растения придется содержать в прохладных условиях. Теплое помещение им не подходит, так как зимой они должны отдыхать. Но свет, хотя бы приглушенный, для таких вечнозеленых культур обязателен. Пиерис не выносит сухой воздух и пересушивание почвы, но он также не терпит замокания в зоне корней. Имейте в виду, что этот красивый кустарник считается ядовитым, хотя немногие знают, что всеми любимые крупнолистные гортензии тоже ядовитые. Подобные кустарники шикарно смотрятся в полутени. Вечнозеленый пиерис будет украшать вашу территорию круглый год и станет настоящей яркой жемчужиной любого сада. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по этому красивому растению. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересно, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. До новых встреч в нашем добром саду.